Валились. А как делать строительные бревна, кстати? Тоже вопрос. Строительное бревно. Спасибо. Можете не отвечать. Так, 10 да? Посмотрим, сколько снова бревнышка у меня получится. До перевеса. За раз не получится, да? Вы не можете, спасибо. Хорошо, хорошо, даже за 2 не получится. Играть хочу. Вот. Хорошо. Строим. Так, доски. Так. Высыпать на землю, но мне это прям совсем не нравится. Я потерял... А, я нашел. Все. Думал, потерял. Дорогил. Должен пилить. Напилить. Ну, давайте сделаем тогда бревна строительные. Как это дело будет выглядеть. Можно вы перегружены. Сколько весит это бревно? Очуметь. Ну все, окей. По одному, да? Как же это занудно выглядит со стороны. Кстати, а чё я ерундой занимаюсь? Может быть, мне... Притащить сюда бревно, правильно? То есть у меня перевес, если я несколько выпиливаю. А если я цельный кусок притащу? Ну-ка. Как здесь систем? Получится, нет? Поднять. Какие-то выброшенные предметы. Спина. Так, что такое? Выведен из строя. Вы не можете совершать никаких действий. Ограниченное передвижение. Вы не можете ни бежать, ни прыгать. Итак. Пусто, пусто. Давай, напилить. Строительные бревна. Это, кстати, было немножко обидно. Надо было, наверное, сначала проверить, сколько там чего, потом тащить, да. Ладно, я в своем репертуаре. Где там что-то лежало? А. Чей-то. Открыть. Доска. То есть вот так вот можно было раз и понятно. Напилить все, набросать рядом.
а потом типа перетаскивать. Мгм. Надо, наверное, саженцев нарвать, посадить. Деревьев всё меньше и меньше становится. Мне кажется, завтра я здесь не буду знать, чем заниматься. Без деревьев. Так, чё? Ну, береза, например. Как же тяжело ковыляется по болоту. Ой, классное место выбрал. Собрать побеги. Максимум. Поехали. Как? Что? Да. Как сажать? Что для этого надо? Так, посмотрим, что качество. 59, 4 кора, 7 ветки. Собрать кору. Мне нужна кора? Ай, чё, давай, максимум коры. Срубить, поехали. Подрубить. Вы оцените ваше толщину, количество древесины 160. Не знаю, что это значит, но поднять и потащить. Тяжело. Очень тяжело. Да. Ну да ладно. Зато мне нужно будет сейчас бегать каждый раз с полными карманами. Переместить. Увидеть. Мысли. И куда я делаю эту штуку? Хорошо. Ха-ха-ха. Ну, что теперь мешает? Все, я выключил микрофон ненароком и не понимаю, что же меня не слышно. Почему я бревно не могу скинуть? Что происходит? Ты знаешь что? Я вот тут столкнулся с этим,
что влево-вправо ты подвигал, а оно может быть чуть-чуть в почву входит. Я Если его только вверх что это, приподнять- да, увидел вверх-вниз. Блин, да. Я Ладно. тоже мучился просто. Так, напилить строительные бревна. Ты не микрофон выключил, у меня если ты долго отсутствуешь, выкидываешь в канал АФК. Я знаю, я вернулся оттуда, А микрофон... А, ты у тебя выключен был, да? а микрофон еще Я выключен. понял. Так, ну, допустим, колодец я сейчас построю. А где глину искать? Что-то я на самом деле пока не вдуплил. Ну-ка, может быть... Ну где обычная почва, обычно там и глина бывает. Сейчас попробуем. Ну, life is here, да. Так, удаляем. Удаляем лишнее. Глина. Искать. Официальный. Вики. Вики это просто капитан очевидность. Используется в строительстве, все. Вся информация. Процесс добычи глины отбывается в специальных карьерах при помощи лопаты. Карьер это выемка овраг в земле длиной метр. 10 светло-коричневого цвета. Встречается довольно редко. Нужно искать план добычи. Экипируйте лопату, подходите к карьеру. ПКМ. СПС. Я вообще киркой добывал. В шахте попадалась глина. Но у меня пока не попадалось. Ах, какой же я молодец. Полено из твердой древесины. Вместо досок корячился, тащил. Навридите, дурачок. Как сажать? Навык нужен. Нет, ни слова больше. Ни разу не сажал, честно говоря. Ну, может на земле правой кнопкой еще. Так. Искать. Травничество, собирательство. Так, лесничество. Собирать. Посадить ель. Но у меня же не ель, возможно, я не умею ее сажать. А вон там береза ель была. В одном списке. Выкопать, искать, использовать. Спахать. Надо экипировать лопату. Что с лопатой буду пахать? Фу, блин, это моя рука. Господи. Отвернулся на телефон, поворачиваюсь, а у меня какая-то сбоку рука по экрану летит. Подожди, а вроде надо еще и полить. Не помню. Но у меня поливать один прям нечем. А здесь болото. Может быть, что на то и выйдет. Можно было бы посмотреть, где какая по качеству земля. И нужна именно лесная земля, насколько я помню. Лесная почва. Ну, все равно такое выбросить могу. Ладно. Есть эта почва какого? Сельскохозяйственная, а есть именно лесная. А меня опять не слышно, да? Слышно, у тебя слышно. Я тебя внимательно слушал. Летящей походкой. Прилетели. Положить. Да, вот надо просто выше поднимать и не париться, а дальше она сама падает как надо. Мне нужно напилить доски, а я напилил поленья. Вот глупец. Опять руку. Что он такой стрёмный руками машет? Хорошо, когда у тебя только кирка есть и все, больше ничего. Голова не болит, да? Ага. Ну, это по-своему немножко скучновато, мне кажется. Ну, я привык, что в ММО вообще все существует ради ПВП. Все остальное, оно рано или поздно, ну, точнее, рано оно надоедает.
Ну, тоже от многого зависит. Например, в том же арке я устал от ПВП, и я только ПВЕ сейчас, если захожу. Ну, может быть, это я такой человек, Да но нет, все такие, это я просто такой. все остальное это бессмысленно, по сути. Вот что ты копаешь, эти колодцы ставишь, зачем? Куда ты его денешь, этот колодец, что? То есть вот когда ты копаешь руду и знаешь, что сейчас у тебя будет там какой-то доспех там почетный, М. и ты прям пойдешь и вломишь кому-нибудь, вот это да. Есть стимул копать. Но у тебя не будет, ты не вломишь, ты просто копаешь. Не, почему? Я либо переоденусь, либо сяду на другого персонажа, и все равно я пойду воевать. М. Блин. Нормально. Вот это как раз хватило, да? Да, как раз дощечек хватило. Так, молоток. Экипировать. Дальше что построить? На, 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 на. Оп. И ни хрена не произошло. Кто-то или что-то мешает. Я. Я это кто-то или что-то. Я вспомнил Age of Empires, где тоже все стучат молотками по земле. И рядом И строится хорошие здание. здания, да, появляются. О, колодец подъехал. Что мы можем с ним делать? Изучить его. Изучили, отлично. Он содержит 0 литров воды. Набрать воды. Поехали. А, Наверное, будет накапливаться. а, Я не уверен, честно говоря. Вроде колодцы для того, чтобы у них была вода. Существует. содержит 0 литров воды, качество 10. Наверное, надо было еще место выбрать для колодца поинтереснее, но... Ну, вообще, если люди на горах их умудряются строить, то здесь уж точно вода должна быть. Если Ладно. здравым смыслом пользоваться. Глина, значит, да? Сырье для строительства добывается с помощью кирки или лопаты в глиняных карьерах. Глиняные карьеры. Карта заработала. Прикольно. А глиняный карьер, наверное, надо идти куда-нибудь, где есть что-то желтое, да? Ну, туда тебе идти. Не, ну не настолько далеко, вот я здесь что-то недалеко вижу, что-то желтенькое. Мне она такими маленькими площадями попадается. Вот я на маленькую площадь хочу прогуляться. Ты не смотришь, по-моему, во-первых, карту в таких случаях стоит вытянуть на весь экран. Во-вторых, поближе приблизиться. В-третьих, я не уверен, что там так что так медленно. Во-первых, по болоту, во-вторых, без шифта. Чипсин кук, в рот пихал, извините. Возможно, я иду туда, где не песочек, а какое-то строение. И тогда я буду... Ну так ты же слишком далеко смотришь на карту. А ближе никак, это максимально. Не может быть. Да что? Максимально приближу, вот пусть больше не активен. Ну, Смотри, растяни на весь экран. так она ближе к нам становится. Да. Какой дуб здоровый, ничего себе. Маме показалось, я слышал волка. Что происходит? Опять кот бесится. Возьми подушку, тресни его подушкой. Посмотри по календарю. Что? Что сегодня можно собирать? Как? В деревьях сбор. Чего там? Яблоки, не пойми. Осина, береза, орешник, гель. Это посев, а сбор орешник. То есть можно сеять много чего, собирать мало чего.
какой-то заборчик. Про этот ты заборчик, наверное, говорил, да? Ну да, ты в какую сторону идешь? В нашу? Да. Где мы? Да, там да, да. живем? Да, про него и говорил. А можно же, наверное, сейчас, если он ничейный, права на него попробовать заиметь, не? Провода, но там, чтобы права заявить, там нужно потратиться ресурсами какими-то, а просто так потерять их как-то А, нет, тут нельзя на него хочется. права заявить. Не дает. Подожди, а вчера не было этого второго, ну, заборчик был весь, по-моему, маленький. Хотя, может, что-то напутал. Ну, не так он маленький, просто это не второй уровень, это просто неровно стоит. А, Так, а здесь было, наверное, что-то посеяно. То есть здесь нет того, что мне нужно. а почва какого качества, кстати, посмотри. Может, ее стоит тоже утянуть. Вылить в воду и изучить объект. 13. Отличного качества. Нет. Не наш Так, изучить объект. уровень. Камень. У меня в кота демон вселился. Медь? Медная руда. Здесь можно будет потом потырить немножко ресурсов. Ладно. Уважаемый, разрешите вас побеспокоить? Можешь не орать? Блин, кот с кошкой бесится. Не могу. А вот рядом выкопанные кучки такие. Обычно, где глину копали, тоже бывают такие траншейки. Сейчас по округе прогуляюсь. Водородная почта. О, почва. Почта, извините. Это камень. Мало того, что бомж еще и по помойкам пошел. Да. Блин, водородная почва, качество 7. Отличное качество. Вот и как прикажете искать глину простому смертному? Что тебя в замешательстве. Может, в противоположную сторону прогуляться там какие-то песчаники. По идее, можно было бы, наверное, пойти на какой-нибудь пляж. Там, наверное, что-то может быть. Но шибко далеко. У нас вот именно посреди как бы равнины. Ни с того ни с сего. Там. Глиняный карьер, да? Ну не то чтобы карьер, просто реально вот кусок какой-то там полоска идет этой глины. И прям видно, что это полоска глины, да? Да, она такая ярко-рыжая. Блин, наверное, Одноцветная. надо высыпать руду, которую я с собой таскаю. Я буду так перемещаться очень долго. Да, по крайней мере, у тебя еще есть где взять вроде бы пока. Ну да, это мне всегда был. А потом так же кучкой на земле лопатой соберешь. И все. В одно место клади только. Это мне просто нахуй пришел. Я думал, волк. Испугался.
Не забыть бы, что это у меня здесь железо. Очень похоже. Да. Эй, я бегать могу. Блин, мне нужно было железный инструмент хотя бы оставить. Я с собой все взял. Да ладно. Ярко-красного цвета. Разрезаем. Нет, она больше желтого, чем красного. Ярко-красно-желтого цвета. Ну, точнее, совсем не красного. Я не знаю, я же не говорил про красный Ты ничего. сказал ярко-красного. Нет, я желтого говорил. Вижу какую-то коричневую полоску. Может быть, это оно? Это кто-то Это пахал, медь. что ли? Подожди. Серьезно? Просто на А земле. А, глина! Слушай, глина! Это Е-е-е. глина, да. Искать. Так, использовать лопату. Так, и что надо делать? Просто понизить или выкопать тоннель? Как это добывать? Ну, я вот тут кирку это делал. Ну, наверное, это понизить. С уклоном вниз можно, наверное. А, я сейчас попробую выкопать туннель с уклоном вниз. Не, подожди. Тогда стен... пол ты не можешь... В шахте ты не можешь пол вырабатывать. Тебе придется... Ну, короче, тебе придется бросить кучу глины. Да? По-моему, лопатой тут правильнее было. Ну-ка. И потом отдельно заглубляться придется. А тебе хватит на все про все и сейчас уже. А раз я пришел, надо, значит, использовать лопату. Понизить. Ага. Да, вперед бежим. Понятно. Ладно, возвращаемся. Ну, ты, наверное, про эту полоску и говорил, да, посередине низины? Или у вас Ну такая да. же? Да, такая же где-то полоска просто идет и все. Прикольно. Причем рядом с домом. То есть я удачно выбрал местечко, оказывается. Ну, почти рядом. Ну вот считай совсем рядом. Ну, в пешей доступности, да, офигенно. А по качеству? Ну, про качество я не смотрел, да. 8. Не, ну я с верхотуры взял просто кусок и все. Если углубиться, может нормально будет. Или повбирать. Что будешь из глины делать? Мне нужно плавильную печь. Надо еще водичкой налить как-то из колодца. Блин, огромная ложка за спиной. Бегу, кашу есть. Хлебнуть горе бежишь. Спасибо. Ощущение у меня, что не будет никакой воды в колодце. Он там вопрос английский переводить на слух. Я могу. Я нормально говорю. Здорово. Я могу на слух примерно понимать, о чем. Если там Да. что-то заковыристое. Вот. Синхронный перевод это слишком сложная штука. Да я взгляну на ссылку. В ютубе канал какой-то. Так, ну что, изучить объект, что по воде.
9 есть, неплохо. Стрим какой-то идет А, по лайв. ну, спасибо, чё. Но я как-то методами научного тыка в играх люблю разбираться. А если прям совсем, тогда уже кого-нибудь спрашивать. А, новости? А субтитры включи и перевод на русский, ты чё? Это же YouTube. Точнее, это даже не стрим, а какая-то типа ролика снято. 25-то как долго я буду добывать воды. Угу. Черт подери. Про вайб знаем, про онлайн-трансляцию не знаем. Но, надеюсь, узнаем. Может пойти посмотреть? Да я пойду гляну. Ну, давай. Потом Потом расскажешь, что как. Так. Ну-ка, давай-ка я пока отключусь. Там Discord. А, ты на Discord тоже самый пульнул ссылку, да? А, то есть чем я больше добываю воды, тем лучше. Ну, я понял. Итак. Вкладок-то ем. Just make sure that your karma will not be harmed, because karma will not be wiped. Alignment. So, in few words, wipe will be soon, and those couple days that you can just have fun, all out fun. Just enjoy the time that we have here on this continent. Okay. Wipe the map or the map basically, but you won't wipe the characters. What is the reason for that? Why don't we start all over? Нет субтитров, я понял. The main reason probably that I'm getting too old and not so hardcore. No, I mean seriously, we wanted to keep something for players, and we believe that keeping skills is a good thing, especially coped with the fact that we're going to increase the skill cap. So we don't want everyone to waste all their hard-earned 100 level skills, and they're going to be left. I mean, we cannot do that with our castles because it will not be fair. But with our skills, it's we believe it's fine. And since we are going to shuffle underground, all the ores underground, and all the ores underground, and quality of the upper levels will be shuffled. So I'd say that we'll create a new. We'll force players to find the new places for their bases. Because probably there will be no ore in the place where they are going to settle now. If they're going to settle at the same spot they were before the wipe. So I believe that everything all together should create a new experience without demanding you to grind everything from the scratch. So we believe that it's a good compromise to keep skills, but wipe just the map. All right. The skill cap. Another big question. We had the removal of the skill cap in the April dev news. April 2. No. It's not removal of skill cap. It will be significantly increased. Yeah. That was just the part of the April's joke, and I've seen that question many times in the help chat. Okay, sorry to interrupt you.
just loud and clear, guys. We are not going to remove skill cap completely. We're going to significantly increase it. Sorry. Okay. Yeah, that's. Can you already reveal what the new skill cap will be? And will it be the same for all 3 pages? Okay. So skill cap will be the same, yeah, but I'm not ready to reveal the exact amount right now. Okay. Another thing that is, kind of a complaint. You announced the wipe and a patch with a huge amount of changes. And you basically said there will be a combat patch, there will be, where's my news? Skill cap increase, instance battle state, provinces and taxes update, and more. That is basically all that you tell us right now. That is not really much, because it can mean that you tweak a tiny part of it, or it can be that you completely rework it. Will we get a kind of a preview before you actually patch it, so that we can prepare for it? Okay, so the question is how significant will be the changes, and will there be a preview of those changes, right? Yeah, the preview is the more thing that is a concern in the community, because right now we don't know what will happen. So I'd say combat patch will be a lot of significant tweaks. I mean, we are not going to make like completely new combat mechanics. No, that's not our. That's not what we are going to do. But there should be a lot of important tweaks, and based on the feedback that our players have provided with all those berserker skills, with two-handed weapons, and so on and so forth. I don't have a full detailed list in front of me, but you're going to see that in a patch early next week. And as far as the current plan is to keep is to patch the game first, and then make the wipe. But I don't think there will be a lot of time to test it out, because some of the changes, the way we prepare them, will require a wipe. So I don't think you will have a lot of time to test it out before the wipe. Then just something that comes to my mind right now. The patch notes are usually a bit delayed, so the servers are usually back online, and then we as players start to check the actual game for the changes, but we don't have the patch notes at that moment. Well, you're going to have them, of course. Okay, a bit earlier than usual. Sounds good. Yeah, of course. Patch notes will be a bit later, and they will appear before the wipe, before the. Well, we're going to expose them before the actual wipe is going to happen. Just a formality. This is just a normal patch, or would you already call it a major patch, like we have the two earlier? Yeah, that's a lot of formal question. I wouldn't call it a major patch, but I wouldn't call it like a normal patch. I'd say it's something in between. Okay. So if we had 0 to 0, it's 0 to 0.5. Something like that. Okay. Now you just said that you will patch first and then wipe in a second step. I guess the patch will not take that much longer than usual. Well, I also hope so. What about the wipe? How long do you expect the servers to be offline? That's a good question. We hope we should be able to do everything in one day. Okay. So quite a long downtime for us. Sit here and wait for our game to come back online. Okay. Yeah, but again, so sorry to interrupt you. We have never made a Code Online wipe before, and I mean,
it's significantly bigger map than our previous Avalon map, how we call it. So I mean, there is certain chances that it may take longer than we planned, but still. Next one. That is a very, very frequent question. The characters, will they respawn in a certain place, or will they still stay there where we lock them off? They will respawn on around the protectorates. Basically, the plan is that they are going to respawn on the same respawn locations where you appear once you have traveled from the newbie island on the Golden Land. So everyone will be around those starting villages in the green zones. Okay, so And, like earlier when we first came to Gondland. Yes, that's the plan. That's where we want to distribute everyone. And I don't know if you have this question. Probably you have this question. But since we're talking about green zones, we're going to create a buffer around all the green zones, about probably 200 meters or something. And that buffer where nobody will be able to construct anything. That's one of the reasons why we are doing that, is just to prevent all those constructions where available buildings were in the green zone and less valuable buildings were just next outside of the green zone. So right now you will not be able to create one base that's partly located on the green zone and partly located on the outside of the green zone. Yeah, that would so it's not like a yellow zone. It's just a buffer where no one will be able to do anything, just run around and fight. But what I want to say that again, just do not even start about it. If you are engaging someone near the green zone border, you should always expect that they will run to the green zone as soon as they see that they are losing. So just this part will not go anywhere. So just simply do not engage with anyone so close to the green zone if you don't want to be disappointed that they crawled back to the green zone. Right. That would have been indeed a question in the green zone part. That's, I think, a good compromise for now. Then let's proceed. The character caps. Now we can have 30 characters on the newbie island and 30 characters on Gordonland. Will it stay like this, or do you plan any changes to that? I didn't expect that question. Truth to be told, I haven't seen any feedback or any requests that it has to be changed. So, if you will share with me your insights, I'll be glad to review it. I mean, it's not that hard to increase that cap. Definitely, we cannot decrease it because probably I'm quite sure that there are some accounts that have 30 characters already. But if somebody really needs 50 characters on one account, I mean, okay, if there are a lot of such players, we can increase that cap. It is not that hard to do. The question would actually have been on decreasing the cap, because now we can have a character not on every server on the map, of course, but you can have them in several bases to fight and defend several other guilds. So I think it's not a common issue, because many of us like it to be able to fight here and there and there and there as well. But it was. Yeah. And I mean, you still can do it by just simply logging, creating a new free account. But yeah. Okay, the characters. In the dev news, you're telling us that we won't lose the skills of the character. That just to be sure means that we will really keep 100% of all our skill points right now. Yes. Skill points and stat points. Okay, and the alignment is going to stay. That's what I said. That well, when you are going to go Breaking Bad in the next couple of days, make sure that your alignment will not be hurt, because alignment will not be reset. Okay.
Also, 3 minor questions about the effects of the herbs will stay. Effects of the herbs. You're talking about unlocked recipes. Yeah. Those going to be. That's actually a good question. I think I need to double check, but I believe they're going to stay. Okay. What about the XP pools? Experience pools. Mhm. As far as I know, it's a couple of hours of playing to fill the experience pool. I think they're also going to stay. Okay. And the learned blueprints from our class, will they come over or will you remove them? Blueprints for what? Like tier 3 or tier 4 armors or the heavy shield. The blueprints that our chars have learned now. I think they're going to stay. They should stay. Okay. Oh, and actually, I just saw in the chat. There's also one important thing that the current guilds are going to stay, but they all will be disbanded to the band. So that means that guild leaders will be the only members of their guild, but heraldry and ownership will be preserved. That means there should be no guild guild ceiling, like we had on the start of Godland and some other world before. So just for everyone to make sure that you're going to keep your guild heraldry and names, but you will have to recruit back all the members you want to recruit. Yeah. Okay. Yeah. Also, I think it's quite clear, but you will wipe 100% of the map, so that includes also the whole green zones. Yes, of course. Yeah, Okay. Full map wipe. Yeah, absolutely. Okay. On your own, there is quite old mechanic now that they are able to wipe only the unclaimed lands. Why is that not a possibility here? To wipe only the unclaimed lands? Yeah, so that the bases will basically stay, and you just refresh the land outside from the ruins and the old claims that are not there anymore. Yeah, well, I understand. There were no... We didn't want to beautify our map. We actually wanted to make a full-out wipe. And as I said, there are some reasons why we need it, and that's what we are going to do. And that's what, as I said, majority of players voted for. Okay. Also, next group of questions is about the premium inventory, as it was called in the dev news. From my understanding, that includes everything that is in my store inventory, so skins and premium outfits and tickets and whatnot. They will usually stay? Yes, of course. Everything premium related is going to stay and will not be touched. So all the skins, all the God favor coins, all the God favor that's on your account is going to stay. God's coins will be brought back, and decoration kits, we're going to refund the God's favor for all the decoration kits that you have spent on the Golden Land. So our intention is to keep everything premium, except those things that you have already consumed. I mean, all the boosters and everything. Of course, we're not going to refund them because, I mean, you have used them and you have consumed them. But we can say so about decoration kits because you have consumed them, but you see a decoration. So that's why we're going to refund the decoration kits. And the rest, like skins and all the premium stuff, is going to stay in your premium inventory as it is. Okay. You're also going to refund the God's coins that we used this year. Yes. Oh, you're right. Like this year, that's right. Okay, it's just the follow-up is probably quite obvious, but why it's only for this year? I mean, many of us have spent a lot of coins during the last year that are basically, lost in the opinion of many players. Well,
well, they are lost, but you also use them to protect your assets during that time of during that period of time. So I'd say it's rather fair compromise where we refund only this year spent gold coins, because some of them, or even most of them, are not spent yet. I mean, they're put inside the outposts, but there is no way how we can. We are not tracking that information. Who exactly? I mean, as soon as you spend God's coins on supporting remote outposts, they are converted into outpost support points, and there is no way we can really easy say who exactly spend them on. So that's why we are refunding all the coins that were spent this year, starting January the 1st, 2020. But the rest of the spent God's coins, they were spent. I mean, they were used on some outposts that are up, though, that are up, or maybe they are not even up yet. I mean, they might still been already lost or destroyed or whatever. Okay. The other items that we have, the premium items that we have in our inventories, like the believers items. They should stay. They should stay up. In the character inventory, or will they also be back in the premium in the store inventory? No, they should stay. Well, actually, that's a good question. Well, it's either or. I mean, either they're going to stay in character inventory, or they will be brought back to the premium inventory. I don't really exactly remember, but the point is that you're going to keep them. Okay. Yeah. Follow up to the inventory questions is about the admin trade post inventories and the normal coins. There were quite a few questions about being at least able to store stuff in the admin trade post and keep some of the coins, or maybe all of the coins that we earned in the last year. Is that a possibility, or won't that happen? No, we're going to wipe all the assets on the map, including everything that is put inside the trade posts, and trade posts by themselves. They will be just recreated. So nothing is going to stay. Economy is going to be reset also. And Ilya, there was a question in moderation channel. Yeah, I'm switching between PMs. I need more. Yeah, it's in moderation. So the question is, are we going to shuffle regions and region-specific resources like carrots, fish, animals, etc.? I'd say we're... That's actually a question that is already on the list, but in the next... okay. Well, anyway, the answer is that no, we do not have such plans. I think the current balance of regional resources is fine, and there is no reason to shuffle it that much. And we are shuffling the underground resources, something that is not obvious, and you have to spend time to discover, but we don't see reasons to shuffle some resources that you can see on the map how they have changed. I think Alexei already wrote something about the premium that we have ongoing right now. So just that everyone can hear it again. What happened to our subscriptions that we have right now? Will they be touched in any way, or will they? They're just going to they're just going to stay as they are. I mean, yeah, they're going to stay as they are. We are not going to increase. We're not going to decrease them or do anything. Someone was asking about being able to recreate or at least rename the characters after the wipe, because now we have a lot of characters that are named in a weird way, especially those with the underline at the end of the name that came from the NA servers to the European servers then. No, well, I don't think you can play with those characters. The whole purpose of naming such characters was
that actually we have a trigger as soon as such character tries to join the world, they are forced to change the name of this character. So I mean, if you have such a character, even now you can log with it, and you will be asked to rename. The reason why it was created because there were some characters that had the same name on European servers and the same name on North American servers, and that's why we made it so those who came from a name will have an underline and will have to rename themselves. But there are no plans to give us a chance to rename normal characters after the wipe. No, there's no such plans. No. And yeah, well, as far as I know, guys, whatever it's spelled, G-U-Y-S-E, Guys, still in the premium shop. Okay. Many of us have spent thousands of hours on Gotland. It was at the end, in the beginning of Gotland, the veterans from the old worlds became this amulet that speed up the crafting as a kind of a small reward. Do you plan to compensate or gift something to all the, let's call them, new veterans for this wipe? I'm not sure I understand the question. So you're asking about if those who didn't play on Godland, will they have the advantage on a new map? Or? No, okay. Sorry. We got a reward for playing on the old worlds where when you started Godland. The guys, and I think it was, I'm not actually not sure anymore, 1 month premium or 10k God's favor, something like that. Yeah, but it's that's because the old worlds were destroyed, and that's why we rewarded. Because it was not a full world wipe. It's just because we had to compensate to those who were left on the old worlds that we had to destroy, and they had to join the currently running world. I believe we had something like that for Apple Land when we had to close it, and we had some kind of incentive for players who will join running Godland. Okay, so no plans to give us any favor or any reward for this? No. I mean, again, as I said, that was a way to compensate certain players who have lost, but other players didn't lose anything. So, but now everyone is going to lose everything equally. So I don't see any reasons for such partial compensation. Alright. The wipe is again here after a bit more than a year. Will there be any more wipes, or do we even plan to do them on a more regularly? Well, again, as always, I'm saying that currently we don't have plans for additional wipes, but I mean, in a year and a half, in 2 years, the whole world might change again the same way how it's changing right now. If you know what I'm talking about, what's happening outside, that we are probably all sitting in our houses now, and it's really hard to plan 2 years ahead in this situation. But I'd say that in the next year at least we don't have any plans for wipes. So on the old worlds, we had a PvP event that I think turned on judgment all the time before the world went down. Do you plan to do something like that again? Well, yeah, actually, it's thank you for a reminder. I'll think about it. I mean, judgment hour system is different right now, as you know, and it's a setting for every guild. So I don't think we will be able to enable it 24/7 for everyone, but we'll definitely think about the ways how to make everything more vulnerable and to have more fun. Yeah, that's a good point. That's right. Okay. Sorry. We currently have this very let's call it small rule set for Gotland. The rules about not being allowed to black box, even if it was possible, not to shoot through certain
step tag to certain objects. And I think I've read that you're working on a rework, on a new version of it. Will you, are you reworking the rule set, and will you implement or bring it online with a patch? So, okay, can you please repeat? Working on what? So, sorry, I probably missed the most important part. So, yeah. The garden land rules we have right now. Mm-hmm. Rules of siege ladders or what? Yeah, for example, and the backboxing and whatever. Are you gonna rework them? Well, we don't see much reasons for that so far. Okay. So yeah, I think they're going to stay. I mean, there will be some game rules, like game mechanics changes that so might affect, but no. Yeah, because now, I mean, I read a lot of players who want to be able or want to be allowed to backbox if there's a possibility. Yeah, they are not allowed to. Or it's backboxing is the question that has appeared since the Life is Feudal Your Own was released, so it's 2014, so it's like 6 years long, and it's always been asked. Yeah. And now we also have the follow-up rule to that we are not allowed, or not always allowed, to use the biggest siege ladder to actually scale a castle wall. Yeah, it's in general. Going to stay. Yes, it's going to stay. But there are so many undocumented exceptions for that. You are, from what I know, allowed to place them on stone walls if the surface is even. You are allowed to use them to get over damaged castle walls. You are always allowed to use them against damaged walls, damaged castle walls, and you are allowed to use them on existing walls that around the castle wall, even if it's your wall or if it's wall of opponent that you managed to get on. So yeah, it's whole thing. So the only rule is that you cannot use them to scale over undamaged castle walls from the ground. Okay, the problem is the rule set does not say that. So, that is yes, and the main problem, because the rule set says can be banned for using siege ladders to climb undamaged castle walls, and that's basically it. And all the exceptions are not listed there, so many PvPers mainly have to stay in touch with you, with the supporters, and hope that the answer from the supporter from the last time they asked is still the same as right now, and the rule set is just incomplete. Yeah, well, actually, I tend to agree with you about that. That's actually a good point to make those rules more detailed. Yeah, you're right. But basically, I mean, we create rules, but then we see different situations that we did not expect or did not think about. So we react on them and we say if it's good or not. But yeah, you're right. We should have we should have updated the rules on the page. Okay. And just quite a small follow-up now. Will we, as the community, be able to have some impact on those rules? Because I remember back on Avalon, it's been a long time since then, but then we had a poll about the bug box. You removed it, or you disallowed it, then we had that poll, and then it was allowed again. Will that ever happen, or do we actually have to live with what you consider as best for us? Yeah, that's actually a good question. And I'd say I don't remember. We have here internally within our studio we have a saying. It's a feudal democracy.
So somebody makes a vote, and then I make a final decision. So basically how it works in Feudal times. So, but so far, I mean, we decided to make a wipe. Everyone was crazy about it. We made a poll, and it's actually proved our position. So answering your question, I think it will not hurt to make a polls on some of the subjects. The only thing that we just don't want to have every day with a new poll, you know. So we need some kind of mechanism to find the most hot topics. And I mean, I personally okay to make like say 2-3 polls about the most hot rules or mechanics that players want to enable or disable. That's at least something for us. Okay, that. Well, actually, if you don't mind, if you have a list of those hot items, hot topics, just feel free to share with me, and we can work out on some kind of schedule after the wipe to make a polls about changing it. Right. Okay, that was the main part about the wipe. Let's just go through the next topic, through the map, and a bit about the green zones. You already said that you will shuffle the resources. The map itself, the shape, will it change anyway? Will it be exactly the same map as we have it right now? Yeah, it's going to be exactly the same map. The only thing, as I've said, the underground resources are going to be shuffled. But it will be the same trees, the same terrain, the same as it was when we started the Golden Land. Okay. The terraforming that was done, do you plan to bring in a mechanic that will ever be able to let the terraforming, the unclaimed terraforming decay? So. No, well, we don't have such a mechanic, so terraforming decay is not implemented. It's actually not that easy as it sounds. So, I mean, wipe or no wipe, it will not enable the terraforming decay. I mean, of course, just to make sure that I'm being understood completely. I mean, we're going to wipe the map and we're going to reset all the terraforming back to the initial state of Golden Land. But as soon as people will start terraforming, it will stay the same way as it's staying right now, unfortunately. Okay. Right now, it's actually the fact that most of the ores and the underground resources are finite, so they don't respawn. Although there are, of course, some legends about respawning iron ore or clay or something like that. Are you planning to change that so that we will have a respawn of such underground resources at some time? No, we don't have plan to respawn underground resources. So again, we simply have no such mechanics, and we never planned to have it. So no, it's going to stay. And I think it should not be a problem now, since we're going to reset all the maps, so all the underground resources will also be effectively regenerated. Okay. Yeah, quite frequent question is about opening more worlds again, especially for the Oceanic region and then A or SA servers. Will that ever come back? Well, we can do it, and of course it's a possibility, but right now I don't think there is a reason to split our population. I mean, I also receive requests for Oceanic servers, but I'm afraid it's only like a dozen or maybe a couple dozen of players who are asking for it. It's definitely not enough for the whole New World and for the whole server. Okay. So, yeah, I actually think I forgot one. Since the map will change, there's also no way to return to the Avalon map, the old maps, right?
What about old maps? We have a lot of players that are asking if we can go back to the old map like we had in the Oh yeah, the Avalon. the smaller. You're talking about Avalon map, yeah. Yeah. Well, it's still there on our hard disk drives, and I mean, I'd answer this way. It's not hard to restart it. It's not hard to start it. But first point, we don't want to spread the population. I mean, and if we're going to have Goldenland and Avalon map at the same time, it means that there will be less people on each of them. It's first point, and second point, Avalon map was a good map, but there were a lot of level building. Level. There was a lot of mistakes that we made when we were designing this map during the level design. Those mistakes we have fixed on a Goldenland map. So if we're going to, everyone should understand that Avalon map was fine and good, but it is worse from level design perspective than the Goldenland map. So there should be a really good reason to resurrect the Avalon map. So far, I don't see those reasons. Okay. Then back to our current map, to Goldenland. We have all time zones now here on the server, and that is mostly a problem for PvP, as we all know. Are there any chances that you will divide the map into different time zones? That is what called. Well, yeah, I understand what you're asking about. No, there is no chance for that because we didn't design our map to have equal time zones. I mean, equal from the map standpoint, but not different by the time zone that is allowed in this map. So no, there are no such plans. Okay, I think now we are coming to mainly the green zone part. You said there will be this buffer zone around the green zones. That will also mean that the green zones will, in general, stay. Yes, they will stay. That's 100% sure. Okay, will they exactly stay like they are now, or where they are now, in the same size and shape? Yes, they're going to stay where they're now, exactly in the same place. Everything is going to be the same. Okay. Will there be any benefit of not building as a guild in a green zone? Like, I read a question about removing the drop chance for regional items in the green zones, for example. No, well, I don't know where it came from, but no, there are no such plans. So, another problem that we have for green zones right now is that not all resources, especially what I was reading about was carrot and rye, I think, for the farmers. Those two crops can't be grown in any green zone. So you already said you won't change the regions themselves, and probably also not change the rare resources per region. So it will stay like this? Well, yeah, it's going to stay like this. So yeah, carrot is an important PvP resource because you will have to get it from the PvP regions. Okay. The private claims, of course, in the green zones. Will you change anything about them, like making them bigger or changing the upkeep? No, we don't. But we don't plan any changes with private claims. Okay. So we also won't be able to allow private claims on no guild claims again, as long as the guild claim exists. No, there is no such plan. Can you repeat what will not be allowed? We're able to allow
players to create private claims on our guild claims. Yeah, back on still have- Avalon map. Yeah. And we still have the permission on the permission page. There's still confusing players from time to time. Yeah. Okay, that needs to be fixed. You're right. I mean, there is no such plans. So private claims will stay on the green zones. Okay. Green zones only. The trade posts in the green zones. Now we have one admin village with 2 trade posts that are enclosed by slums of surveyors of many players who are just camping them. That leads to low FPS when you arrive on Greenland, and the green zones are quite big from my perspective, but there's only one spot at the moment that you have to visit if you want to sell your stuff to the crown to get the coins for that. Do you plan on adding more of those admin villages, or at least small, I don't know, trade hubs to spread the population? So you are talking about more trade posts, more spawn zones in the green zone? Mainly more trade posts, so that you are not, you're not really forced to stay at the admin village, but there is no real reason, at least not in the beginning, to leave the area around the one admin claim that we have right now. Yeah, it's a good point. Maybe it's. I mean, I definitely have to look into that, but maybe it's a good idea to have trade posts at least in each server node in a green zone. I mean, it should not be that hard, and it should improve everything, as you said, lag-wise, and make less running for players. Yeah. Will we still be able to set up very safe farms in the green zones and still be able to, mainly still be able to, send those items to our guild claims outside the green zones? Or will you try to limit the ability to, export items from the green zone? No, we don't have the plans yet to limit it somehow. I mean, no, it's going to stay, and I believe it will not be a problem, at least as a first couple of weeks, because there will be not that much gold to pay for those transfers, and not much guild claims outside to transfer to. But it will be a problem on the long term, so no change for that. Yeah, no change. It's a quite small or less common question, but players, green zoners, were actually asking for a way to duel or to train the PvP in the green zones without having to use the arenas as they are now. Is there any chance that you add a duo mode or some small arenas like we have them on the newbie islands? Well, maybe probably on some later stage, but it's definitely not in the current update. Okay, the Traveler's Isles. Right now, you can respawn in another green zone. That is, I think, completely fine. Да, тут стримят авторы, отвечают на вопросы, что будет. Ладно, потише. Давай захаживай, наверное, что ли? Я ненадолго. Да, я тоже скоро уже сворачиваться буду. Мне скоро дочь надо будет купать. Ну и что там сделал без меня? Поставил колодец, поставил плавильную печь, сейчас укупусь и пользоваться. Короче, я уйду от тебя и буду все сам строить. Ибо это вот что было Don't Start Together? Пришли люди, научили всему. Ну так вот, не научили, в том-то и проблема.
Вот и здесь то же самое. Я сейчас сижу, тыкаюсь. И в итоге сейчас я приду, у тебя, блин, все есть, что надо. Вообще ничего нету. Хотел. Да ну Ничего сейчас, нету. у тебя есть лачуга, у тебя есть колодец, что ты там еще сделал? И вот сейчас ищу плавильню. Давай И строй рядом лачугу, будешь пользоваться моим колодцем, воду набирать. И построишь свою плавильню. Или, может быть, будешь моей пользоваться. Вот я не знаю, как работать. Вот Века мне Спасибо. больше в этом плане нравится. Спасибо за пожелание успехов, как мне делать плавильню. Не знаю, как плавильной печью пользоваться, это как-то тресни. Может У быть, меня какое-то обновление качается, вообще никак не докачается. 1,5 гигабайта. Скорости вообще нет. я не брал. Обновление. Какие-то мелкие обновления по 1,5 гигабайта. И на костре ничего, слушай, делать нельзя. Как пользоваться-то, алло? Управлять плавкой. Инвентарь. Так, рыб ловить. Использовать мехачи. Это не догрелкость? О, типа, зашибись. Что такое? У нас губернатор ввел дополнительные меры. Теперь все, кто прибывает в нашу область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, будет обязан в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. Соответственно, наши водители, которые будут ездить туда-обратно, будут ездить только туда и обратно. А обратно туда они не будут ездить. Сложно. Так, исправительный поштон. Короче, зашибись. Поработали, называется, да? Да, открыли работу, называется. Как дальнобоем-то работать? Ну ладно, может там по этим можно. Под СМРком. Яндекс пробки. Че вы домой-то ломанули? Завтра не надо на работу. Дачники. Может, кому-то надо. Всем Мне вот надо. послезавтра надо на работу, завтра не надо. Что-то стажка. Мне можно на работу, когда мне нужно. Кстати говоря, когда у меня там смена подходит. Так, где посмотреть-то? На рабочий.ком зайду. Work. Не знаю, мне пока что эта игрулька нравится. Блин, и чё ты не закидываешься? Алло, железно, куда? Я вообще не могу зайти. Ну, потому что обновляешься, да, вроде? Я не знаю, какие-то мелкие обновления летят. Евгений. Влад Ерешкин. Honda Prelude. Тебе нужно. Больше дров. Нужно больше дров. Просто гаснет точно. Надеюсь, завтра вечером уже научиться делать простые луки. Попробовать поохотиться на волков, на местных. Так. График. Движусь. Ну.
Сейчас у нас что? Апрель. Это новость. Итак, Семен Фьюрый. Так, это что у нас там? 8 нет число. места для... Ну, ёперный оркестр. В среду. Я дежурю опять в среду. Все погаснет, Карл, сейчас. Ну, в следующий. На следующей неделе. А потом во вторник, 21-го. А потом 28-е, что у нас? Тоже вторник. Так, это мы с Вальком дежурим. О, нормально, огонь. Еще с Вальком. И с Саньком. Окей. Нормальненько. Итого у меня 5 дежурств. И ни одной субботы. Поздравляю. Вообще нормально. А привилегии, что ли, какие-то? Да нет, просто рандом. Великий рандом. Не видишь, что? Да. Обожаю. Гимнастику. А я еще обновление не завершил. Гимнастики. Вот они. Лайф из Feudal. Чё грузит так много? Наверное, много обновлений. О, в Питере, да, это газель-то не проедет. А мост-то есть. Не помнишь? Тё, Чё? это в Питере это мост есть, газель не проедет-то. Не знаю такой. Не помнишь? Что на нем написано просто. Газель не проедет. И все время фотка, где газель там торчит. Что-то знакомое, слушай. Реально знакомое. До боли. Скажите, победить. У вас уже 557 человек. В курсе, да? Где? В Санкт-Петербурге. Болят? Ну, пускай болят. Главное, что у меня все хорошо. Я эгоист, извините. Надо соблюдать, конечно. Надо говорить, не у тебя все хорошо, а у вас все хорошо. Но оно связано. Нет. Это тогда ты точно эгоист. Я эгоист. Ай, ладно. Так, а как теперь выплавить? Не, ну я как бы фиг его знает о чем ты. О, нормально, все обновилось. Но я пошел ванночку набирать, поэтому... Ну, увидимся. Ну давай, я тут. Я не выхожу. Давай. Продолжай обновлять. Итак, что мне нужно? Я хочу гвозди. Для гвоздей мне что нужно? А где есть гвозди? Не помню. Ладно. Выплюнуть. Железный брусок, железный слиток, кусочек железа. Ну, давай кусочек железный слиток давай. Для того, чтобы... Ну, да, не для плавки.
Открыть. Так, вот. Вручную. Оп. Понятно. Мгм. Мгм. Итак. Надо, наверное, так, пойдем, пока надо здесь намутить палочек. Стера подвести. Ну-ка, вот так вот понизить полностью. Ой, тяжело. Управлять правильно. Так, закинем. Не закидывается. Почему? Ой, апчи, извините. А, вон почему не закидывается-то. Ну, ё-моё, блин, ограничение по весу. Понял. Просто лопата. Топорик. Кажется, начинаю очень медленно, вяленько что-то понимать. Фу, давай на лицо. Продолжим заниматься всякой ерундой. Нарубить дрова. Ловко. Полено не влазит. Одно полено влазит. Еще одно полено не влазит. Давай, разжечь чем.
Какое хорошее полено, нифига я перевожу. Очуметь. Я дурак. Ну ладно. Что делать-то? Все, давай, жги. О, отлично, водичку можно кучковать. Ну, хорошо. Эти дровишки можно кучковать. Все, оказывается, можно кучковать. Новость. И последнюю. Видите? Вот идиот. Наверное, лучше сделать вот так вот. Где огонь? Там горит. Прыгай. Бам, 80, значит, ну, значит, здесь можно по-моему. Топор отлетел. Правую все выкинули немного. Правильно. Надо сначала проверить, что здесь хорошо. Что здесь хорошо. Аккуратно берем поставим, да? И бабушку берем. Так. Так. Так.
Корф. Отлично. Последняя ветка. Угу. Будем ветку отбирать. Красиво горит. Сейчас бы еще раз красиво догорело. Плотненько, да? Хорошо. Переплавимся к заводу. О, готово. Так, инвентарь. Покинем и начнем. Так, выбрать. Туризм. 250 граммулек.
6, ё-моё. Так. А, она же остынет тогда. Ё-моё. Из куски камня выдвинутый тигр. Да, охренеть. С пробитой палкой. Мне кажется, что это здесь не так. У этой конструкции есть слабые места. Срочно, великий. Ответно. Ну, разумеется, я же господин окружил. Ветки есть? Вот ветка. Всю я ветки ломаю. Одна. Ну так уже лучше. Итак, фигель. Дай, фигель, ну, что такое? Надеяться не надо. Побежали, быстро. Ох, быстро. Вот это скорости. Крастя. Блин. Не успел. Капец. Открыть. Вот. Так вот. Набираем воду. Место для воды, разумеется, нет. Место для воды, разумеется, есть. Отлично. Сортируем. Ничего. Маленько.
Охренеть, а что так много-то всего надо? Камень, глина, лена, наковальня. Что там было? Наковальня. Что надо? Надо взять, посмотреть, что нужно для вот этой ерунды. Нужно изучить обработку материалов. Угу. Так, ну ладно, вроде бы что-то плавить научился. На всякий случай выберу. Ценности важны. Что здесь еще находится? Ну, может быть 45, 145. Так, так. И вот так. Блин, там мясо я оставил все возле. Надо бежать. Бежать, подбирать. Мяса много. А веса у меня мало. Ну, не интересно, там чадать. За мясом. Завтра с голода отъеду, будет грустно.
трубку. Дышу в трубку. Давай. Здесь ведь в этой игре, насколько я понял, не как в Эко. Если ты вышел надолго, навсегда, твои постройки все равно останутся, правильно? Ну, их Or могут not. прийти, сжечь могут. При этом рядом с нами есть бывшая какая-то база. Там маленький заборчик остался, а зданий нет. Не знаю. Ну, нет, вообще-то нет. Для поддержания клейма нужно что-то там подносить ему. И, соответственно, не будешь подносить, у тебя клейм снесется. Не будет клейма, значит, твоя постройка нафиг уйдет, правильно? Видимо, я не знаю. А теперь такой вопрос. Чего так много играет в эту игру людей? Что, блин, вся карта застроена. Видимо. Причем, ну, карта-то, блин, совсем не эковская. Мне с эко сложно сравнивать, я не знаю, что такое. Вот, по сути, то же самое, только графика по Майнкрафте. Это не е. Ну да, ну и, естественно, там поинтереснее в плане того, что там понятно все, что нужно делать. А карта реально пипец застроенная. Я вот сейчас смотрю север, он такой же застроенный. Обосратушки. Блин, вот сыграют сотни тысяч, что ли, в эту игру? Фиг его знает. Все застроено. Вижу, зашел, да? Еще Давай. раз привет. Да, здорово. С возвращением. Ну, прикольные С новости. возвращением? Мне понравились. Какие новости? Да, по вайпу. По вайпу? Мгм. Кому не Тебе- понравились? Тебе понравились, да? Я что-то как-то... Ну а чё? Не, Я ну, ничего. не понравилось в основном, что мало чего меняется. ПВП будут стимулировать. И, в общем, Придется объединяться. Так, Так и так пришлось бы объединиться. да понятно, но это я... Такое, короче. о, у тебя уже печка. Я, в общем, сидел, они там воду лили в основном. Тогда я тоже зашел и слушал на стрим это дело. В общем, я успел услышать, что ресурсы, все именно руды там и прочее, они будут сгенерены по-новому. Как Ну, я тебе и говорил. Ну да, в принципе, это и правильно. Так, чё? Еще поплавить, что ли? А я смогу скрафтить еще один тигр? Ну-ка. Так. Да, смогу, отлично. Сейчас еще немножко руды поплавлю. Ну там в основном какие-то на тупые вопросы отвечали. Наверное, с каких-то форумов. Не знаю. Ну, не на тупые. Ну, в целом. У кого что болит. Говорит, почему себе горло перерезать выгоднее, чем лечиться? Вот это я не слышал. Да. Ну, во многом он ответил в том смысле, что да, мы хотели бы это и это поменять, но у нас нет времени, поэтому мы откладываем это все в долгий ящик. Мгм. У нас кузнец уголь сперва делает, а из углем уже, соответственно, тоже хорошего качества. Блин, хорошо, у вас и уголь есть. Кузнец есть. А что ты в кузнеца все-таки решил? Я бомж, который качивает всякую срань пока что. А потом буду перекачивать. Понятно. Вот. Я с механиками знакомлюсь, с механикой игры.
Может быть, я захочу реально кузнецом быть, а не руду копать. Или садоводом вообще. Надо же попробовать. Вот я рассматриваю все это аккуратненько. Под призмой. Надо вот еще сделать, наверное, верстак. Ты уже все вокруг вырубил. Вот, кстати, отсутствие древесины — это самое... Да. Он все одна из вырубил, самых да, уже? неприятных вещей. Не все. И нахрена я тут с тобой это... Тут с твоей стороны может колеса там дальше, я куда не ходил, я в другую сторону хожу. Грета Тунберг Не одобрит, да. Ой, не говорите про это. Тут тоже не... Продолжай. Не одобряю. Просто какая-то дикая лолошка, которая не хотела ходить в школу, решила вот свою точку зрения всем навялить. Ведь получилось же. Тебе навялили. Нет, Навялили. просто за ней стоят определенные люди. Тоже она без них. Не, ну понятно. Но надо же, чтобы эти люди ее заметили, правильно? О, у меня лопата Которые могли кончилась. бы и макаку бы он привести. Да. Что надо. А вот надо было бы больше пользы, наверное. Ремкомплект. Так, а ремкомплект ты сделал? Нет, нету гвоздей, не умею гвозди делать. Кузнец. Я не кузнец. Я только учусь. Ну-ка, мы сейчас загуглим. Такой из тебя кузнец. Не очень. И там еще что-то слышал, можно делать слитки, а можно делать какие-то другие слитки. Я могу делать только пока куски железа просто. Слитки не могу. Надо качаться. 10 кусков обычного металла, молот кузнеца, кузня с наковальней. Надо наковальню, спасибо. Для наковальни нужна обработка материалов 30. То есть получается нужно горное дело 60 и 30 обработка материалов. Блин. Жестко. Я уже заканчиваю. Сейчас доплавлю. Тихо. Дров подкинуть срочно. Отправлять половину. Еще и места в плавильне мало. Следить за этим постоянно надо. Ой, тяжело. О, поставил идола, молился. Конечно. Видишь, у меня уже и самая карма подъехала. Раз в день, раз в 5 часов. Еще ему вроде можно жертвовать Опыт, да. опыт, да. Но у тебя все равно выделать некуда. Жертву. Действительно. Ну, если ты сейчас закругляешься, то уже нет. Ну да, я тут, наверное, еще минут 15-20. Ну, до 9 потуплю. Поплавлю вот это все безобразие. Не надо будет уже. Что сегодня рано очень встал. Вот, можно железный брусок, слиток и кусочек железа.
Железный слиток и железный брусок я не могу. Разобрался, как сжигать эти? Могу. Прикольно. Нет, не разбирался. Плохо. Прикольно, железные бруски можно сделать. Ну давай выбрать на всю. А вот слитки, значит, я не могу делать. Наверное, тигель надо посолиднее какой-то. Наливаешь и в карман. Да, ну фу, я всегда так делал. А еще с детства это самое, аккумулятор кидаешь в костер, потом достаешь и в карман. Да уж. Эх, грех. Так, что, все? Или плавильный? Да, все. Закидываем. Закидываем. Блин, у меня с дровами проблема. Ничем помочь не могу. Да и не надо, у меня вот они лежат. Я несколько бревен притащил, чтобы не где-то их распиливать и таскать, а притащил сюда и здесь. У него проблемы с дровами, у него их слишком много. А это без проблем, я помогу в этом плане. Ты ничем помочь не можешь. Ты забыл? Не, это я для тебя не могу, а для себя-то я могу все. А, ну для себя сходи там, наруби себе дров. Где ты там? Я у тебя нарублю. Блин. Этим железным тигелем по голове огрею. Фигово. Приходи помолиться. Идол. Да, кстати, у меня идол стоит. Я вижу. Сейчас пытаюсь все-таки лачугу поставить. Угу. Да, давай. Ну если что, у меня, может, бревно какое-нибудь распилить на доске, если надо. Говорит, что надо выровнять. Ну, А че А, блин. Говно, из-за этой, блин, смерти у меня там... Что случилось? Что у тебя там? Труп мешает? Да. Говорит, что что-то надо выровнять. Но у меня все выровнено тут. А, ну у тебя все зелененькое? Все зелененькое, да. Квадратики зелененькие прям. А я вообще дальтоник, поэтому фиг его знает, зелененькое оно или нет. Точно. Скинь мне скриншотик этого F. Что там F3? Ай, отстань. Ну ладно, Я сам. давай. Нет, не зелененькое. Из-за этой долбанной кучи моей. Куча тебя имеешь в виду? Да. Так, у меня где-то был факел. Сейчас попробуем с этим разобраться. — 20 кило. Угу. Вообще вот тут должно все стоять. Блин, ну полено, давай, сгорай. Мгм. Так, теперь факел надо. И попробуем что-нибудь с этим сделать. Так, а надо же... 4 на 4 надо. Но А вот здесь 3 на 3 выровнено. где у меня 3 на 3 выровнено? Вот смотри.
381,7. Раз, два, три, 4. И вот 4 на 4. А, Даже 4 на 5 выровнено. Даже 4 на 6. да, прям знаю. Вообще вот крайне у тебя, по-моему, под уклоны были. Да, я его сейчас убирать хотел. Но опять же, Ну, что делать вот с этим телом, что я как-то не понимаю. Еще погубно. Факел точно с ним делать ничего не хочет, странно. А вот что такое your own. И что такое? Это, ну, версия, где ты можешь свой сервер замутить, грубо говоря, просто. Личную песочницу. Your есть есть- own. есть А, твой MMO собственный, Да, точно. есть ММО, а есть локальный, То грубо есть говоря. он спрашивал, чем отличается это от своего. Ну и как можно было на это ответить? Этим и отличается. Ну нет, там чуть-чуть механика разная вроде еще. А, да? Да, Типа там быстрее все добывается, делается, наверное. правила какие-то чуть-чуть разные. Какие правила, если он твой собственный? Что это было? никак. С телом не разобраться, да? Пока не нашел ничего. Наверное, он через какое-то время пропадет. То есть даже на запрос убрать труп ничего на это не показывает. Блин, я завтра с утра вскочу, пойду в эту штуку играть. Жорик, будешь завтра с утра? Я работать завтра. Ты сказал, тебе не надо. Ну, мне не обязательно, но бабки-то нужны. А, то есть так, да? Так это работает. Ну, как бы да. Я понял. Оказывается, же. можно сундук взять и тащить. Прикольно. Бабки заберу и пойду домой. И будем гамать.
Тыц-тыц. Так, ну чё, с тигелями, наверное, разобрался. Тигели пока не нужны. Факел тоже можно снимать. Как снять? Так. Вот тут как советуют. При плавке железа следует добавлять из руды не бруски, а слитки. Набрав много слитков, их нужно нагреть, и из них выплавить бруски. Из одного слитка за раз получается 5 брусков. Такой метод существенно экономит время и прочность печи. При переплавке больших объемов железа Ну, имеет да, смысл небольшие. Маленькие объемчики. Тут не про меня речь идет. Так, открыть. Все лишнее сюда. Так, отправлять. Ну, наверное, это все сюда. Мне ничего не находится, короче. Знаешь, там должно само. Google. Либо давай равнять чуть-чуть в сторону, хотя этим ты уже и так занимаешься, да, смотрю. Так, что надо? Строить, создавать мебель. Верстак. Нужны гвозди. Количество полоса, то есть для всего нужно это хрень. Следовательно, мне нужно скрафтить. Да, я там нашел 30-й, говорю, нужна. Говорит, давай на гвозди пойдет. Гвоздей много нужно. Плохую руду на гвозди. Да, тут гвоздей вообще дофига надо. Блин, а где я видел наковальню? Верстак, наковальня. Где же? Ладно, а все равно сейчас я построить не смогу. Чё я парюсь? А что делать? Ну тут я уже все равно 4,5 часа потратил, наверное, нет смысла переделывать. А будет у меня сейчас 500 тысяч опыта. Это типа левелап или что? Короче, ты набиваешь этот столбик, и потом делаешь ты что-то, не делаешь, из этого столбика опыт расходуется на скилл, который у тебя выбран для прокачки. То есть ты пойдешь спать, утром проснешься, у тебя этот столб еще будет. А откуда у меня здесь опыт берется? Вот пока ты что-то делаешь. он Нифига там себе, я растет. напилил. Прикольно. Пилишь, копаешь. Ну это я, наверное, сейчас наплавил просто. РД. Прикольно. Да не, на самом деле, там за полчаса он весь набивается, ну за час. За первые Полностью. самые первые 3 часа в игре у меня не получилось его набить. Ну, еще еда качественная, сложная на это влияет. Сергио, это же Серега, да? Да. И да, действительно, чем там сложнее действие, тем быстрее экспо растет. Да. Раз у тебя горное дело вкачано, ты же, я так полагаю, можешь придавать форму всяким вещам, нет? Да, обработка материалов у меня в 60. Глиняную форму для наковальни. Копейками. Сможешь наковальню мне сейчас запилить? Ну прям сейчас. Ты же вроде уже собирался закругляться. Ну не сейчас, завтра, например, с утреца. Да можно, а чё нет? Ладно, это завтра подготовлю. Для этого что нужно? Нужно будет глина, вода, чтобы сделать саму форму и наплавить руды железной, да? Да у меня вроде там тоже и глина есть. Правда, с телегой... Телегу надо поискать. Есть ли нет. Да я завтра с утра начну, я здесь все подготовлю, у меня все будет. Ну, не проблема. Просто хочу верстак сделать этот с наковальней. Хочу тут сделать гвозди. А сам я буду еще лишний день изучать этот навык. Лишние сутки, а не день.
Немножко такое. Так, короче, Жорик, тогда у меня здесь около домика 3 бревна лежат. Ты из них сможешь доски пилить. А, я сейчас рядом... Тебе, короче, принесу сейчас несколько досок. У меня здесь остались. У нас народ их как-то в стопки складывает, эти бревна. А я понял, как делается. Сейчас покажу. Поднять. Вот так вот. Прикольно? Да, да, да. Все, пожалуйста. Не прям так одно на одно ставят. Ну, тоже можно, Такая но... стенка получается. Так, перевес. Кстати, а через эту стенку могут волки ходить? Это, наверное, очень жирная стенка, да, если бревен? Ну нет, просто чтобы они место занимали меньше на территории. Ну да. Наверное, могут ходить. Я вот к твоему... Третью лопату делаю. По-моему, ты стоишь просто в кустах ссышь, не? Типа того. Я к твоему трупу сейчас здесь досок принесу. Он будет чуть попроще. Для строительства нужен будет молоток. Есть. Мгм. Ух ты, Болотная площадь. Практически. Будем квакать скоро. У меня тут не хлюпает, если чё. Да, ты молодец. Осел. Не смешно. Ну, в смысле? Ну, мне Фигня нравится. какая-то. Зато у меня там водичка есть. Вот, я тебе доску сюда притащил. Можно Да у меня там тоже водичка есть. где похлюпать, имеешь в виду? Да, да, да. Окей. Так вода набирается все-таки, да? Колодец, да. Тоже нас же продумали как. Ну, типа, да, поднимается. Уже 23. Я на всякий случай еще в сундук вот водички переливал. Чтоб было. Так, 1 кило весит одна водичка. И надо разобраться, как сажать саженцы. Масло масляное. Вот что-то по инструментам надо скрафтить. Ничего, разберемся. Будем все знать, будем все уметь. Мне бы такое целеустремленное желание. Какое целеустремление? Господи, даже не знаю какое. Самоотверженность такую при изучении чего-нибудь в реальной жизни. О, Да, не говори. сильно бы не Я было. тут подумал, знаешь, в чем проблема? В том, что здесь-то как раз трудностей нет, не кажущиеся. То есть ты делаешь одно и то же, там, долбишь. А так в реальной жизни Если то же уж- самое. Нет, вот, например, я немного программированием там увлекаюсь, пишешь, застрял, уперся, не понимаешь как, и все. Вот, ни туда, ни сюда нужно. Там почитать, там спросить. И никакой гарантии, что у тебя получится. А вот в игре у тебя всегда гарантия, что у тебя все получится. Она этим и привлекает. Ты к конкретной ситуации привязываешься. Просто если абстрагироваться от ситуации, от конкретной вот, что программирования, просто нерешаемый вопрос. Это тоже все решает. Только методичностью. Надо разделить, структурировать и искать либо ошибку, либо то, что у тебя не идет. Ну да, но это все на порядке сложнее, чем в игре. А в игре все просто, на самом деле. Ну а Поэтому мы это и у того, и и другого любим один. за это. Здесь интереснее просто. Здесь оно... В смысле, то есть выковать в игре гвозди интереснее, чем выковать в реале гвозди или чё? Ты мне дай кузницу в реале, я уйду отсюда, я пойду в Вот кузню видишь? ковыряться. Да, там уже сложно это все сделать. Там еще интереснее зато.
Ладно, на этой положительной, позитивной ноте я, пожалуй, заканчиваю. Это же